Россия предлагает Соединенным Штатам экономическую сделку на 12 триллионов долларов. Что о ней известно и как отреагировали в Киеве? Очередная массированная атака на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. Многие семьи остались не только без тепла, но теперь еще и без света. Задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева. В каком состоянии находится сам генерал? И зачем он посещал дом на Волоколамском шоссе? Иран готов подписать сделку с Вашингтоном, но на всякий случай готовится и к войне. Чем завершились переговоры в Омане? Испания столкнулась с новой волной непогоды. Из-за шторма Марта тысячи людей пришлось эвакуировать. Картина Дампеццо принимает первые соревнования зимних Олимпийских игр, а итальянцы делятся впечатлениями от церемонии открытия. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Россия предлагала Соединенным Штатам экономическую сделку на общую сумму 12 триллионов долларов. Ее американцам привозил посланник Путина Кирилл Дмитриев. Об этом в интервью журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он не исключает вероятность подписания документов между Вашингтоном и российской стороной. Украина не знает всех нюансов договоренностей, но по этому поводу поступает определенная информация. По словам Зеленского, Киев не одобрит никаких соглашений, где решения по его суверенитету и безопасности будут приниматься без участия Украины. Мне разведка показывала так называемый пакет Дмитриева, который он привозил в Соединенные Штаты. Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией. Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас. Украина будет демонстрировать свою реакцию относительно этого в случае таких рисков. Также Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе. Однако это не должно означать уступки в вопросе суверенитета или признания контроля России над оккупированными территориями. Он подчеркнул, что это украинская земля, и Украина не признает ее российской, даже если это будет свободная экономическая зона. Наша земля, если это свободная экономическая зона, это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее, решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория. Вот и все. Если я сделаю один шаг назад для создания такой зоны, они должны сделать то же самое. 2 шага, 2 шага, 3 шага, 3 шага. Пока наши военные не скажут мне, что больше двигаться нельзя, потому что это вопрос безопасности. Российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Как сообщает Министерство энергетики, удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВт и 330 кВт, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети. Также враг атаковал объекты генерации, в частности Бурштинскую ТЭС и Добротворскую ТЭС. Россия нанесла один из самых массовых ударов по количеству запущенных шахедов. Под атакой были Ровно, Янтарь, Стрый, Добротвор, Ладыжин, прифронтовые территории. Как сообщили вооруженные силы Украины, всего было запущено 2 ракеты «Циркон», 21 крылатая ракета Х-101 и 16 ракет «Калибр». Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно разгрузил энергоблоки. Диспетчер Укрэнерго уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши, чтобы стабилизировать работу энергосистемы. В столице, как и во всей стране, воздушная тревога была почти всю ночь. И многие киевляне вынуждены были спускаться в метро и дожидаться там отбоя. Они заставляют нас жить в нечеловеческих условиях. Без отопления, без электричества, спать в метро. Чтобы спасти свои жизни, жизни своих детей, сохранить душевное равновесие, мы вынуждены вот так проводить ночи в метро. Семья Давиденко живет в столичном микрорайоне Троищино. Несколько недель назад, после одной из российских атак, их дом остался без отопления. Сейчас в квартире 2 градуса тепла. На внутренней стороне окна образовался лед. От холода погибли все растения, а стены покрылись слоем снега. После сегодняшней атаки в этом доме не стало еще и света. Привет, моя батарея, привет. Ну что, холодная? Но кроме тепла у нас теперь нет и света. Жить с 3 маленькими детьми в таких условиях просто невыносимо.
К зарядной станции подключают телевизор, обогреватель, но все равно удержаться в квартире невозможно более 2 часов. В школе есть отопление, вода, электричество, там все в порядке. Сейчас мы отвозим их в школу, пока холодно. И вечером забираем их. В общем, с ними там все хорошо. Каждую ночь многодетная семья вынуждена искать себе ночлег. Иногда останавливаются у знакомых. Или, например, в зоокафе, в котором есть генератор. Мы будем спать здесь. Сейчас все расстелим, поубираем. А поросята будут тоже спать вот здесь. Всем нужно спать. Всем нужно спать в тепле. Хрюша, ми тут спимо, а не ви. Польша подняла истребители на фоне комбинированной российской атаки по западным областям Украины. Власти страны заявили, что меры носят превентивный характер. Также в Польше временно приостанавливали работу гражданские аэропорты в городах Жешув и Люблин, находящихся неподалеку от границы с Украиной. Польша уже второй раз за последнюю неделю вынуждена поднимать истребители из-за российских атак. В последний раз это происходило 3 февраля, до этого в декабре 2025 года. Вооруженные силы Украины в ночь на 7 февраля дронами поразили российский завод в Тверской области, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101. Жители сообщают, что рядом с предприятием ощущается химический запах. Редкинский опытный завод – это крупное российское промышленное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве химической продукции. На сайте предприятия сообщается, что завод на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности. Завод находится под санкциями Великобритании, Соединенных Штатов и других стран. Местные власти атаку на регион подтвердили. Губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что в результате сбития дронов поднялся пожар на предприятии. Информация о пострадавших и других последствиях не поступала. Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева. Об этом сообщило издание «Коммерсант», а также ряд телеграм-каналов. По их данным, задержанного уже доставили на допрос. Суд по мере пресечения ожидается уже завтра. Также СМИ подтверждают информацию, что вероятного киллера доставили из Дубая. Утверждается, что вместе с ним задержан предполагаемый сообщник. Напомним, в пятницу утром неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева около дома. 2 пули якобы попали в живот, 1 в ногу. Генерала госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько часов глава МИД России Сергей Лавров обвинил в нападении украинские власти. Он заявил, что это якобы показывает, что Киев настроен на постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса. Между тем, генерал-лейтенант Алексеев находился под санкциями Штатов и ЕС за причастность к тяжким военным преступлениям, что существенно расширяет круг возможных мотивов и заинтересованных сторон. СМИ называли Алексеева одним из главных кураторов всех российских добровольческих формирований, участвующих в войне с Украиной. Алексеев был одним из главных непубличных противников основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В мае 2023 года генерал занимался созданием ЧВК «Редут», которая должна была стать альтернативой Вагнеру. В день мятежа Пригожина Алексеев записал видеообращение к наемникам Вагнера. Призывал их одуматься и не вестись на чьи-то провокационные идеи. Вскоре Алексеев вместе с заместителем министра обороны Юнусбеком Евкуровым участвовал в переговорах с Пригожиным в штабе Южного военного округа Ростове-на-Дону. Появились и интересные детали покушения. Ресурс, который связывают с силовыми структурами России и утверждает, что Владимир Алексеев, который обычно передвигался в сопровождении охраны и тайно, оказался в доме на Волоколамском шоссе по очень пикантной причине. Он посещал любовницу, потому был сам и оказался легкой добычей. Несколько российских СМИ также написали, что Алексеев перенес операцию, но уже пришел в себя и начал разговаривать. Непрямые переговоры между Ираном и Вашингтоном по вопросу будущего иранской ядерной программы завершились в Омане согласием сохранить дипломатический формат и продолжить диалог в ближайшие дни. Об этом сообщает The Guardian. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны изложили свои позиции и договорились о дальнейшем продолжении переговоров, назвав встречу хорошим началом. По его словам, обсуждение касалось исключительно ядерной программы, без затрагивания других тем.
Переговоры были сосредоточены исключительно на ядерной проблеме. Американцы не поднимали никаких других тем. Переговоры велись косвенно через султанат Оман, и мы договорились обсуждать только ядерную проблему, и этот пункт был соблюден на вчерашних переговорах. Что касается нулевого обогащения, то это выходит за рамки наших переговоров. Обогащение — это наше неоспоримое право, и оно должно продолжаться. Даже бомбардировками они не смогут его уничтожить, потому что технологии нельзя уничтожить бомбардировками. Мы готовы достичь соглашения, которое гарантирует им, что обогащение в Иране будет мирным. Мы готовы к этому. Когда я сказал вам, что это хорошее начало, я имел в виду, что переговоры могут продолжаться таким образом. Что касается вопроса, касающегося ракет, то для нас это чисто оборонительный вопрос. Он не подлежит обсуждению ни сейчас, ни в будущем, поскольку региональные вопросы касаются региона и не связаны со странами за его пределами. Это внутренние дела, касающиеся иранского народа, и никакая иностранная сторона не может вмешиваться в наши внутренние дела, как мы неоднократно заявляли. Возможность войны всегда существует, и мы к ней готовы. Эта готовность направлена на поиск решений, позволяющих избежать войны. Вчера я сказал американским переговорщикам, у вас есть два варианта действий с нами — война и дипломатия. Наш вариант — дипломатия, но мы еще лучше подготовлены к обоим вариантам, чем раньше, и надеемся, что Америка выберет дипломатию. Если Америка начнет нападение на нас, у нас не будет возможности атаковать ее территорию, поэтому мы нападем на американские базы в регионе. Это втянет весь регион в войну. Мы нападаем не на соседние страны, а на американские базы. Между этими двумя понятиями есть существенная разница. Это первые контакты подобного уровня с июня прошлого года, когда Штаты поддержали военные удары Израиля по иранским ядерным объектам, что сорвало 6-й раунд переговоров. С тех пор уровень доверия между сторонами остается минимальным. На фоне угроз Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану, Штаты в последние недели усилили военное присутствие в регионе. Переговоры прошли при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди. Американскую делегацию возглавили спецпосланник Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер. В МИД Омана сообщили, что консультации были направлены на создание условий для возобновления полноформатных дипломатических и технических переговоров с целью достижения долгосрочной безопасности и стабильности. В Тегеране по итогам встречи заявили об осторожном оптимизме относительно дальнейшего диалога с Вашингтоном. Я считаю, что, сделав достойный шаг назад и пойдя на некоторые уступки, которые не ставят под сомнение всю ядерную программу Ирана, можно продвинуться вперед с планом, который одновременно защитит людей от вреда и сделает шаг к миру и безопасности в регионе. В то же время мы должны продолжать дипломатию и переговоры, держа палец на спусковом крючке, готовые, не дай бог, защитить нашу родину, если мы подвергнемся агрессии. Безусловно, такие страны, как Америка или страны-союзники Соединенных Штатов Америки, пытаются достичь соглашения с Ираном, чтобы избежать военной стадии, потому что Иран также является военной державой. С этой точки зрения мы с оптимизмом смотрим на переговоры. Послушайте, как они сами говорили, как говорили наши политики, им следует говорить только о ядерной программе и вообще не вести переговоры о наших оборонительных возможностях, потому что наша оборонительная мощь послужила сдерживающим фактором. И в рамках той же ядерной программы они должны достичь соглашения. Этого достаточно. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном и сообщил о планах продолжить переговоры уже на следующей неделе. По его словам, для достижения договоренностей есть достаточно времени. При этом он вновь подчеркнул, что Тегерану не будет позволено обладать ядерным оружием. У нас также состоялись очень хорошие переговоры по Ирану. Похоже, Иран очень хочет заключить сделку. Нам нужно посмотреть, какой будет эта сделка. Но я думаю, что Иран очень хочет заключить сделку, и это правильно. В прошлый раз они, возможно, решили этого не делать, но я думаю, что сейчас они, вероятно, думают иначе. Посмотрим, какой будет сделка, если она будет отличаться от прошлой. Господин президент, видите ли, Джаред Кушнер сегодня встречался с министром иностранных дел Ирана. Там также был Брэд Купер, глава Центком. Похоже, сделка еще не достигнута. Как долго вы готовы ждать? Это достижимо. Нужно лишь занять позицию. У нас много времени. Если вы помните Венесуэлу, мы некоторое время ждали, и мы никуда не спешим. У нас, знаете ли, очень хорошие переговоры с Ираном. У нас очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы ведем много хороших переговоров. И я думаю, что сегодня мы добились результатов с Ираном. Это была встреча. Мы встретимся снова в начале следующей недели. Самое главное — никакого ядерного оружия. Если бы мы могли заключить эту сделку 2 года назад, мы бы это сделали. Но они не были готовы на это.
Теперь они готовы. Они готовы сделать гораздо больше, чем 1,5 года назад или даже год назад. Не забывайте, что мы занимаемся этим всего ровно год. И начали сотрудничество с ними через несколько месяцев после начала этого срока. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, отменяющий штрафную пошлину в размере 25% на все импортные товары из Индии из-за ее закупок российской нефти. О заключении торгового соглашения с Индией, которое снижает американские пошлины на индийские товары в обмен на прекращение Индии закупок российской нефти и снижение торговых барьеров, глава Белого дома объявил еще в понедельник. Теперь все необходимые документы подписаны. Вот как эту сделку прокомментировали в Министерстве торговли Индии. Под руководством премьер-министра Моди и президента Трампа было достигнуто очень справедливое, равноправное и сбалансированное соглашение, которое сократит взаимные пошлины штатов на индийские товары до 18%. Кроме того, будут введены нулевые пошлины на ряд товаров, таких как дженерики, компоненты самолетов, автозапчасти и так далее. Товары, которые считаются чувствительными в Индии, и те, которые наши фермеры уже производят в достаточном количестве, исключены из сферы действия этого соглашения. Индия не пошла на какие-либо уступки в этом отношении. Например, генетически модифицированные продукты, произведенные с использованием ГМО-технологий, не будут допущены в Индию. Никаких послаблений не было сделано для мяса, никаких послаблений не было сделано для птицы. Для всех продуктов молочного сектора также были предложены льготы. В Таиланде в воскресенье пройдут всеобщие выборы после смены 3 премьер-министров менее чем за 3 года. Голосование проходит на фоне сохраняющейся политической фрагментации и, как ожидается, приведет к формированию нового коалиционного правительства. По данным опросов, ни одна партия, вероятно, не получит достаточного большинства для самостоятельного управления, что может привести к затяжным межпартийным переговорам. Более 50 миллионов избирателей выберут 500 депутатов Палаты представителей, 400 по одномандатным округам и еще 100 по партийным спискам пропорционально набранным голосам. Итоги голосования определят, кто сформирует новое правительство и сохранит ли власть, исполняющие обязанности премьер-министра Анутин Чарнвиракул, лидер консервативной партии Бумджай-Тай. Ожидается напряженная борьба между Бумджай-Тай, Народной партией, и Пхеу-Тай. Избиратели рассчитывают, что победители предложат прагматичные решения для улучшения уровня жизни и преодоления экономических и социальных проблем страны. Эти выборы непростые. В первую очередь, они сосредоточены на экономических вопросах. Вопросах обеспечения средств к существованию и безопасности, с особым вниманием к ситуации на границе. Молодые тайцы призывают к политике, которая лучше отражает нынешние реалии страны, надеясь, что новое правительство эффективно решит насущные проблемы и будет способствовать национальному развитию. Испания столкнулась с новой волной непогоды. После разрушений, вызванных штормом Леонардо, в страну пришел шторм Марта, который принес сильные дожди, ветер и снег. Наибольшие риски прогнозируются в Андалусии и Эстремадуре, где возможны наводнения, разливы рек и оползни. Государственное метеорологическое агентство АЭМЕТ предупреждает о проливных осадках в южной части полуострова, уже пострадавшей от предыдущих дождей. В провинциях Кадис, Севилья и Малага может выпасть более 80 литров осадков на квадратный метр за 12 часов, а в отдельных районах до 100-150 литров за сутки. Власти отмечают, что дожди обрушатся на уже насыщенные влагой почвы, а уровень воды в реках и водохранилищах близок к критическому. Под особым контролем находится бассейн реки Гвадалквивир, где усилили меры безопасности, в том числе охрану водохранилищ и мониторинг дорог. Ранее из-за серии мощных погодных фронтов более 11 тысяч человек были эвакуированы из Южной Андалусии. Если у нас выпадут еще более сильные дожди, в тех районах, которые уже пострадали от шторма, у нас возникнут серьезные проблемы, очень серьезные, потому что водохранилища будут заполнены на 100%, и их придется осушать, чтобы поддерживать их безопасный уровень, а также потому, что земля больше не сможет впитать ни капли воды. Поэтому мы должны проявлять крайнюю осторожность. Потери урожая составят от 20 до 30%. Другими словами, речь идет о миллионах долларов убытков для нашей производственной системы и миллионах долларов убытков для нашей инфраструктуры, и мы все должны работать вместе, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Картина Дампеццо принимает первые соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии. В городе в Доломитовых Альпах состоятся турниры по керлингу, женскому горнолыжному спорту, а также соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Игры 2026 года стали 4-ми зимними Олимпийскими играми, проведенными в Италии, и первыми в истории, официально организованными 2 городами
Миланом и Кортиной. Церемонии открытия прошли одновременно в обоих городах, что стало уникальным событием для олимпийского движения. Также впервые в истории зимних игр огонь был зажжен сразу в 2 городах-хозяевах. Дизайн олимпийских чаш вдохновлен образом Солнца и геометрическими узлами Леонардо да Винчи, подчеркивая связь традиций и современности. Итальянцы делятся восторгом и гордостью по поводу старта Олимпиады, называя церемонию ярким и символичным началом игр. Что мы думаем об этой Олимпиаде? Новый Милан, новый город, спортивное событие, которое вовлекает весь мир и сглаживает все разногласия. Отличное начало 2026 года, я бы сказал. Что еще можно сказать? Давайте насладимся этим. Я думаю, это будут 10 захватывающих дней, когда вы увидите волшебный город. Огонь. Все освещено. И это сотворило настоящее волшебство. Я так горжусь своей страной. Я так горжусь Италией. И я просто надеюсь, что каждый спортсмен сможет показать себя с лучшей стороны и снова привести нашу страну к победе. Я так счастлива. И желаю всем отлично провести время. Я всех обнимаю и надеюсь, что вы получите удовольствие от Олимпиады.